Всем привет, с вами канал Основы ремонта. Сегодня мы будем с вами делать подшторник, то есть нишу для штор. С одной стороны будет подходить натяжной потолок, со второй стороны будет соответственно ниша со шторой. Я вам хочу показать простой вариант монтажа подшторника без использования фрезеровок, потому что для фрезерования, естественно, вам нужен фрезер, фреза специальная. Не у всех это есть, а ножницы по металлу, шуруповерт, перфоратор, я думаю, есть практически у всех. Вариантов монтажа подшторника огромное количество. Тут уже как ваша фантазия сработает. У меня остались профиля с объекта, то есть я специально не покупал, то есть не придумал какую-то конструкцию, то есть я уже придумываю из того, что у меня есть. Поэтому сколько людей, сколько мастеров, столько и вариантов может быть монтажа нашей ниши подшторника. Есть у нас вот такой вот витраж. Я до начала монтажа профилей приклеил гипсокартон уже идеально по уровню, то есть к потолку. Я поставил два лазера, но если у вас лазера нет, то все это точно так же элементарно можно расчертить и при использовании правила, карандаша. Подшторник будет начинаться вот с этого угла. Соответственно, вот линия и вот там линия. Пересечение этих линий вот здесь образует угол. Соответственно, точно так же и подшторник пойдет. Вот, ну, примерно понятно по потолку будет. Проще всего будет расчертить на полу все, а потом перенести на потолок. И дальше вот от этих линий мы отступаем толщину гипсокартона, то есть 12 мм. Переносим отметку на потолок и будем крепить направляющий профиль. Кстати, такая направляющая была не зря выбрана, 75/40, потому что с двух сторон плюс гипсокартон по 12 и плюс шпаклевка, итого получится подшторник у нас шириной 10 сантиметров. Плинтус у нас пятерка, 5 сантиметров. Все очень просто. Мы вымеряем самую нижнюю точку, смотрим, ищем на потолке по лазеру. Это будут наши коробки. От коробок мы делаем минус 1,5 сантиметра. Поставим вот здесь отметку и ниже этой отметки еще опустим на 5 сантиметров на высоту нашего плинтуса. Я сделал отдельный ролик по монтажу этого плинтуса. Я покажу, как его приклеить под натяжной потолок и покрасить, при этом не испортив потолок. Кому интересно, кто хочет посмотреть, как я это буду делать, жми на колокольчик, подписывайся на канал, и ты первым увидишь это видео. Уровень чистого потолка минус высота плинтуса. Я, конечно, хотел, у меня еще пару кусков вот таких осталось, хотел просто вот так снизу закрепить и подшить нижнюю планку. Но кое-где саморезы мешают, и уже у меня вот этот профиль туда не лезет.
С этой ситуации мы легко выйдем. Возьмем сейчас просто профиль 27 на 28 и с двух сторон прикрутим. И к ней уже подошьем нижнюю часть короба. И вот здесь у нас получается слабое место. Здесь, возможно, может быть даже трещина. Сейчас мы с вами укрепим. Вот, смотрите, видите, то есть я сжимаю, оно немножко играет. Нужно это раскрепить. Можно было бы, конечно, профилями там все снутри, согнуть профиля, все это скрутить, сжать, но мы поступим проще. Вот теперь намертво получилось. Плюс уголки, плюс армлента. Сейчас мы расшиваем швы, грунтуем и все будем армировать. Единственное, вот на вот этом примыкании, который лицом к нам, я армировать его не буду, потому что этот стык будет под потолком, его будет не видно. А вот с обратной стороны уже, конечно, тут повозиться нужно будет. Зашпаклевали, зашлифовали, загрунтовали и ждем уже монтажников натяжных потолков. Повесят потолок, дальше мы будем клеить плинтус полиуретановый. Кто хочет посмотреть, как клеить плинтус под натяжной потолок, жми на колокольчик, тебе придет уведомление. Я обязательно сделаю это видео скоро. Видео, да и работа, в принципе, будет интересная по плинтусу, потому что у нас здесь с одной стороны натяжной потолок, с которым нужно аккуратно работать, то есть его не закрасить, не порезать. Со второй стороны у нас будет стена под покраску. И плинтус нужно приклеить, отшпаклевать все стыки, и плинтус тоже отдельно белой краской покрасить. Ну а на сегодня все. Всем пока, скоро увидимся. Как всегда, лайк за работу.